Олег сказал, смотри, какая красотища. Да, в этом что-то есть. Волны, море. Не хватает только это кокоса с трубочкой. Сказать, что еще попивать его, так сказать. Но, с другой стороны, всегда можно собраться и поехать туда, где это есть. Проехали мы прям сюда, к устью, так сказать. Лунная дорожка здесь вот у нас уже на море. А отели все, не отели, как называются они. Апартаменты все идут и идут вдоль моря. От нас и туда вдаль уходят дальше и дальше и дальше. Мы там далеко так не были. Мы обычно здесь с краешком. Ну как-нибудь съездим и вдаль, да, Миша? Вот будут какие-нибудь выходные следующие или там. Соберемся, дорванем вдаль, туда, за третий мост дальше. Как вы на это смотрите? Предложение хорошее. Попробуйте, пожалуйста. Миша возле Зия Ярдена. Миша стал возле Зия Ярден посчитать этажи. 15 этажей здесь. И вот смотрите, здесь там окошки, там окошки, там окошки, там окошки, там окошки. Ну, немного окошек здесь, собственно говоря. Там с нашего края побольше, кстати, окон светится. В МТА, МТС и так далее. Впервые за всю историю в Турции мы видим вот эту вот температуру 0 градусов за бортом. Да, ну, кстати, на удивление, сегодня я не сказал бы, что прям очень холодно. Вот утром было дома. Потому что до этого было холоднее в какие-то дни. При том, что мы не топим квартиру этим кондиционером или обогревателем. А мы сейчас едем в школу. Время 8:20. На улице 0 градусов. Покажи людям, что тут за окном при этом солнечно. Солнечно. Солнце, наверное, сейчас придем в школу, будет холодно, бах, солнце. Бах, Ага. Ага. Ну ладно, едем. Кнопку включения. А. На улице сегодня идет дождь. Такая неприятная погода вообще. Прям это самое. Я на рынок приехал в Эрдемле. Сейчас думал переждать, не пережидать или бежать в машину быстрее. Дети наши на тренировке. А я, так сказать, по делам на рынок сходил. Вон, за этим плакатом вон куча машин стоит. И в БИМ зашел, там кое-что тоже купить заказал по списку Оля. Так что вон они, пальмы, видите, в ряд прям стоят. Это, кстати, здание BLDC, это, ну, администрация города. Наверное, даже не города, а района Эрдемли. Вот, возле него вот эти пальмы стоят на той стороне реки. Вон там мост виден. Ну, вот такая вот сегодня погода неприятная. Хотя время, конечно, уже такое близкое к тому, чтобы стемнеть. Время сейчас примерно без 15:06. Но вот этот дождь, конечно, не поднимает настроение. Пойду обратно в машину ждать детей с тренировки. Даже никуда идти неохота. Я приехал за детьми, сижу в машине. Никак не пойму, что за дым такой вот висит. А вон, видите, там вверху, вот здесь сверху труба, из нее идет дым. Это дом, или дом отапливается, или там на первом этаже, туда ближе к морю, расположен ресторан. Возможно, что они какое-то отопление организовали. И вот этот дым идет сюда. Когда здесь бывает в прохладную погоду, стою вот тут на улице, то прям чувствуется вот этот дым, запах от дыма, как от камина, там, от печки русской. Так, без всякого газа, просто на дровах, так сказать, отапливается. Сейчас видно, дым идет такой, и вот уходит клубиться.
Так обогреваются. А тренировка сейчас уже заканчивается. Пойду их сейчас забирать с тренировки. Время где-то, наверное, осталось минут 7-8. Время почти половина 7. Сейчас быстренько в машину и бегом домой. Сейчас отвез детей в школу. Мне сейчас надо в магазинчик зайти, пока есть время. Пришел к мосточку к нашему. Горы сегодня прям солнцем освещаются. Сегодня +2. Вчера было 0. Сегодня +2. Речушка. Я как-то в ней ключи искал от велосипеда. Не ключи, а замок от велосипеда. Летом. Море сегодня такое. Волн много достаточно на море. Собачки развлекаются. Собака на лодку забежала, чуть не навернулась. Бегают, веселятся. Небо такое пасмурное такое. Но с другой стороны, там солнечные прям лучи пробиваются. Здесь солнечные лучи пробиваются. А вон там какой-то прям такой наклонные такие. И прям вот как будто там вот дождь идет над морем в той стороне. Интересно. Но сегодня чуть-чуть теплее, чем вчера. Сегодня дождя нет, и сегодня теплее, чем вчера. Комфортнее, скажем так. Видите, вот торговля как. Просто накрылись и ушли. Вечером придут, откроются и будут дальше торговать. Вот. Людей на набережной нету, только полиция катается. Проехался по району сегодня утром. На море выезжал. И видел здесь гору труб. Обалдеть. Целую прорву здесь. Труб привезли. Большого диаметра. Большой диаметр. И их же целый длинный ряд. Да, а в этом я еще видел, что много труб таких тоже сложили туда до Мигроса, до Бима, вернее сказать, по стране, где Бим лежит. Там, скорее всего, будут тоже трубу прокладывать, но там меньшего диаметра трубы привезли. Видимо, будут градить какую-то дренажку, потому что здесь есть речушки какие-то. Но, видимо, этот вариант не везде срабатывает. Видно, будут делать дренаж такой, подземную трубу укладывать. Вероятно всего. Вероятно, что этот асфальт, что здесь положили, скоро будут опять ковырять и укладывать трубы. Как в России. А может, все, подъезжаем к дому. Сегодня, кстати, крещение. У нас зрительница из Франции написала, что ее муж в субботу купался. Бррр, это уже холодно. Какую? Вот. Вечер у нас, 6 часов уже, вышли погулять немного с детьми, на великах сегодня покатаемся. Лимон вот растет за заборчиком, видите, вот маленький желтенький. Давай возьмем, я попробую съесть его. Не надо. Во-первых, он чужой там за забором растет, ну, этого комплекса. Во-вторых, лимон кислый, был бы хотя бы мандаринка. Вот еще здесь лимоны висят. Это какие-то поздние спелости. Здесь вовсю эти лимоны, как сказать, сезон уже прошел, потому что здесь прям их фурами грузили и возили, скорее всего, и в нашу страну, в наши края лимоны. Загружали, отгружали. Сейчас мы идем на море. Там на море сегодня должно быть интересно, потому что с балкона видно, что ветром сильно... О, кто-то что-то готовит, смотри, на этом, на огне. Вот этот домик у них вот в этом комплексе, с той стороны стоят столики, стулики. И здесь каждый день, круглый год у них тусовки. Тут туалеты есть с этой стороны. Вот, вон там видны столики, стулики, там они играют в свою турецкие доминошки и так далее. Есть футбольное поле. Там сейчас вот они внутри сидят, свет горит.
А летом на улице, конечно. Все окна настежь. Движуха. Сейчас мы идем к морю. Там ветром сейчас сильно бросают волны. Должно быть интересно. Сейчас пойдем посмотрим. Вот они, Мишины друзья, прискакали. Так, я думал, сильнее волна. С балкона прям смотрелась, как будто очень сильно бьет ветер. Смотри, котят аккуратно. В море облака какие-то, как будто сейчас дождь к нам принесет. Но в море, по-моему, сейчас идет дождь. Сегодня у нас, кстати, 19 января. Сегодня у нас крещение. Ну, кто первый пойдет креститься? В воду окунаться, кто готов? Мой Никто? пальчик. Вообще говорят, в любой емкости вода становится святая в полночь. Поэтому в полночь нальем воды и покрестимся. Обольемся холодной водой из крана. Мне кажется, здесь будет вода теплее, чем у нас дома из крана. Да? Ну и солонее. Прикольно. Я, конечно, окунаться в море не буду, но хотя бы сегодня, в честь праздника поближе. Сходишь к морю, хочешь сходить? Помоюсь. Горячей водой? Я не скажу, Из Шофбена? просто Ну ладно. Короче, не готовы мы. Честно, я держу телефон, но прям в руке очень сильно холодно. А мы наблюдали, видео такое видели, как в Болгарии крещение отмечают. Как? Они, во-первых, это бывает у них крещение 6 января. У них же, Рождество 25 декабря, поэтому на 13 дней раньше у них крещение 6 января. 6 января, можешь поближе подъехать, Олег, а то не слышно. 6 января собираются на берегу моря. Это рассказывали дядя Леша с тетей Ритой, у которых мы в Равде квартиру снимали. И они говорят, собираются на берегу все село, вся Равда собирается, приходят предприниматели, приносят чай, там какие-то бутерброды, еду какую-то, вино немного тоже бывает. Вот, ну, такие крепких алкогольных напитков вроде бы нет, только такие слабые напитки. Собираются, приходит батюшка, крест, специальный крест у него есть, его в море бросает он, прям с берега, стоит прям со всей силы, как бросит в море. А он большой? Крест? Нет, небольшой, ну, там сантиметров 40 в высоту, 30-40. Бросают его в море, и ребята молодые бросаются в море за ним доставать его. И из воды достают этот крест, целуют, передают другому. И так вот, короче, все, кто вот в море полез, все этот крест целуют. И потом приносят батюшке, отдают его. Батюшки отдают этот... Батюшка, как там назвать, как у них зовется батюшка в Болгарии. Отдают этот крест. Батюшка потом этот крест тоже там целует, какие-то слова произносит. И потом всем присутствующим на берегу предлагает тоже его там, ну, поцеловать, наверное. И начинается праздник тогда. Пьют горячий чай, все, кто купались, быстро переодеваются. Это днем бывает, не ночью. Быстро переодеваются. И переодевшись, уже потом тоже пьют горячий чай, одеваются в сухое, там выпивают, празднуют, немножко музыка играет. Такое у них мероприятие. А в горных районах, там, где нету моря, то же самое делают в реку. Река... Представляешь, в реку, река, она такая шумная, горная, да, река, вода в ней журчит холодная. Лед, снег в ней, прям много льда, снега. В эту реку бросают крест тоже, и люди бросаются тоже. И там бросаются, вот в море кидаются только мужики, молодые парни. А здесь в реку бросаются и женщины тоже, и ну, молодые тоже, парни и девушки бросаются в национальных нарядах и тоже этот крест достают. Тоже целуют, передают батюшке, потом переодеваются, то же самое, только вот в реке. И там среди снега, льда ищут этот крест, достают, потом друг другу передают. Обалдеть, да. В одном месте, в каком-то озере то же самое проводят они. То есть там такие традиции крещения. А вот тут так. Время сейчас 6 часов вечера у нас, уже так прям темнеет, посмурнеет. Вот там вот солнышко, видите, еще как красиво смотрится. Хотя столбы уже загорелись, засветились у нас. Как всегда на нашей набережной столбы светятся, и народу минимум. Мы, и вон там кто-то еще на стульчике сидит один человечек.
Дети сейчас покатаются немного, я их подожду, померзну, и потом пойдем домой. Ох, тут валяется у нас какой артист из Погорелого театра. И чешется еще. Вот так вот он умеет. Ой, какой молодец, молодец. Что? Ну, Миша, давай-ка расскажи. Миш, поставь велосипед свой на место. Бадыш, спасибо, Миша, на нем не было. Я тебе говорю, пойдешь с речку скину, в море скину. Силач какой Миша у нас. Поставь его, пожалуйста, не надо его бросать. Поставь ту куртку, испачкаешь. Ставь подножку, да, ставь его. Ну-ка, садись, рассказывай, Миша, что там? Хочу, чтобы уже потом не упал. Да, чтобы ниже земли не упадешь. Давай, садись, чтобы в кадр влезала твоя мордочка. Сколько там, ты говоришь, сегодня должно быть тебе уроков было быть? Английский, английский. Английский, турецкий. Стоп. Английский, турецкий. А было? А было хаят бельгисы. Это как у нас про здоровье, короче, как Ага. как окружающий мир. А, понятно. Хаят это жизнь. Так, дальше. Что-то там школьное. Дальше у нас был французский и немецкий. Немецкий, ага. Так. И слова писали. Ты запомнил, какое слово ты говоришь? Вогель. Это кто? Это собака. Собака, окей. Или волк. Или волк? Не, Нет. вольф у них вроде бы вульф, по-моему, волк в немецком языке. Так, а что еще? Дальше у нас было А что у вас какая была развлекуха после первого урока, ты говорил сегодня? снег был. Снег сегодня пошел, да. Снег насыпался, и сколько он минут полчаса хоть полежал? Или Да, быстрее растаял? полежал, потом все начали кондиционеры включать, и все растаяло, потому что блоки у нас на улице прям на площадку дуют. А, это Там он снег был как на раз. площадке на вашей снег лежал, на которой вы бегаете на переменках, да? А ты когда бегаешь, ты куртку одевать не забываешь вот эту? Но иногда я ее не одеваю, потому что солнечно очень. А, понятно. Когда мы ходили на снег смотреть, мы все в куртках были. В шапках я даже рукавички надел, чтобы поиграть в снежки. Понятно. И ты говоришь, что играл с кем-то в снежки? Да, с моим другом. Другом? А он турок? Нет, он с первого класса русский. А, русский, русскоязычный. Олег стал, тень создает. Садись рядышком с нами как-нибудь. Как? Я не знаю, вот. Да, велосипед переставь. Я его сейчас сделаю В мусор выкинешь. один фокус. О, есть. Что-то в нем там, да, в этой подножке заедает. Дай семечки. Не надо на семечки. Так, смотри, хотя на пальмах так ветер, смотрите, развивает листву. И там вот звезда видна, кстати, полярная, Да. над левее пальмы. Итак, так ты говоришь, с кем? Это он турок, с кем ты в снежки играл, Миша? Русский мальчик, да? А вы бегали на улицу, смотрели на снег, Мы ваш тоже старший? вышли, но особо никто не бегал. Миш, просто не делай так. Еще раз давай. Ну, как Так без особо разницы. никто не бегал. Все в основном снимали на телефоны. Я Олег даже снял и маме отправил, не знаю, она выложила, нет, но, в общем, вы увидите, наверное, там отдельно этот видео, как снег сегодня Олег снимал. Это уже он лег, вы его не снимали, как он падал, вы уже видели, то как он уже лег на землю. Самое главное, мы были дома, я работал за компьютером, и я не видел, как снег шел. Я даже вообще не знал, что был снег, я только узнал от вас вечером, что снег прошел. Потому что,
днем вроде не было, и никаких белых пятен на дороге не было, ничего такого не было. Он, наверное, уже растаял. Или Варпад больше не падал. Да? Может быть. Все в основном снимали на телефоны. Наша учительница по философии тоже не выдержала и начала снимать Дети, а знаете, как по-турецки снег? кара. Кар. Кар. А, кар. Кара это черный. Правильно, кар это снег, все правильно. Ага. Кар. А карга это ворона. Да, точно. Старая карга. Старая карга, старая ворона. Что еще? Нет, ну вот по-турецки как будет, кстати, это, Миша, старая? Старый, старая. Как-то ван, как-то там. Эски. Да, эски. Эски. Значит, как будет старая ворона по-турецки? Эски карга. Точно. Да. И я еще видел, кто-то снимал для Инстаграма видео. Тут, кстати, популярно в Турции Инстаграм, я обратил внимание, в транспорте, когда едешь, очень часто ребята молодые смотрят Инстаграм, а девушки молодые, девочки вообще сидят все поголовно в Инстаграме, все там что-то листают, смотрят, не знаю, что там они находят в этом, наверняка что-то интересное свое. Кстати, обратите внимание, какой-то корабль, он там светится в море, Ага. видите? Вот он Какой-то- папу говорит, знать, открывай двери, я пришел. А коты играют с объявлением на столбе. Оно болтается на ветру, им интересно, они прыгают и гоняются друг за другом. Вот, понятно. Так, что, вы еще скажите, что у вас завтра последний день, правильно я помню? Да, завтра Завтра последний. последний день, и И будет я что у уже, вас? я отдал 50 лир, и мы пойдем завтра в кино и в этот. Какой-то стаканчик нашли играть. Коты. Пойду в кино и в ресторан, нас там покормят, мы пообедаем и поужинаем, и кино посмотрим. Окей. Какой-то А ветер мне- прям поднялся сильно. А у меня завтра в школе все будет как обычно. Как всегда, скорее всего, будем разговаривать с учителями. Короче, болтать на общие темы. Да. Понятно. Играет. Ой, чуть не уронил телефон. Ветром она хорошо летит стаканчик, он за ним догоняет его. Котейка. Котейки, да, игруны. Ладно, пускай гоняется. Ага. Так что завтра у вас будет халявный день, скорее всего. Последний день перед каникулами, как я помню из своей школьной жизни, у нас это была обычно халява. У вас как было в школе вот перед каникулами? Ой, у нас... У нас тесты давали это, то, все, третье, десятое. Да ладно, прям там дома в России такое у вас было? По-моему, да. А у вас как было, Олег? А, нет, да, халява была, халява. А у нас тоже в этих халява была, все могли... У меня был одноклассник, который приносил колонку, музыку могли врубить Ничего себе. на всю мощь. Но не на всю мощь, так, чтобы весь класс был слышен. Я еще помню такой момент, когда был в классе 8 или 9, мой одноклассник на колонку поставил песню «Барбарики». Барбарики. Окунулся в детство. Понятно. Детский сад на выезде, короче, это называется. Все понятно. Ну, в общем, завтра у вас последний учебный день, так сказать, поучиться и потом отдыхать 2 недели или 1,5? 2,5. 2,5 даже? О, 15 дней. о, круто. Круто. Чем будем заниматься 2 недели? Мама говорит, турецкий будем учить язык с утра до вечера. Миша, ты рад? Я вижу, что рад. Прям счастье искрится в твоих глазах. Ага. Но что еще? Ух, как шумит, да? О, разыгралась волнишка. 28-го мы в Мерсин поедем. Ну, планируем, да там видно будет. Это только еще в следующую пятницу будет. Еще до него больше недели, до 28-го. Ну, там видно будет до Мерсина. А так что-то надо будет это самое придумать. Надо, знаешь, что сделать? Полистай подборку каких-нибудь фильмов, может быть, интересных, посмотрим. На большом телевизоре включим, может быть, на английском языке, может, на турецком какой. Кстати, надо поискать, знаете что? На Какой турецком с русскими субтитрами. молодежный какой-нибудь турецкий фильм.
Вот мы же смотрели с тобой американский фильм, ну, про детство Шелдона, так он Да, называется. Вот. Может быть, что-то такое, ну, не такое, ну, просто на турецком языке про турецкую, так сказать, молодежь что-нибудь А найдем, там, кстати посмотрим. говоря, есть субтитры на разных языках. Ну, можешь включить на турецком, турецком. Ты хочешь включить на английском, а субтитры включить на турецком? А там турецкие субтитры будут. Я понимаю. Но я не знаю, какой перевод, надо проэкспериментировать. Вот-вот, поэкспериментирую. А то у нас сейчас из турецких, так сказать, видео, у нас это Маша и Медведь мы включаем. Да, Миша? Маша в И то у этом них же серий все равно ограниченное количество. Мы их уже по несколько раз посмотрели по кругу эти серии Маши и Медведя, поэтому... Что еще? Вот, что еще, да. Также интересно, Нот, послушать английские песни. Ну, послушаем, да. Может, какой этот, я поищу, может, какую комедию найдем на английском языке, посмотрим. Мы тут раз с Мишей смотрели «Крепкий орешек», но он был с русским переводом, поэтому тут фокус не удался. Народ, ну что, вы не замерзли, народ? Я, если честно, уже замерзший. Замерз, а ты пододел штаны Да, я тепленькие? невзирая на это все равно что-то. И Миша тоже пододел. Еще Молодцы, да. у меня такие вот. И я тоже пододел. У нас у всех перчатки, у меня вот такие перчатки, вот такие с пупырками, чтобы это ничего, Олег, покажи твои. ничего в руках не скользило. А Миша, покажи свои. У нас такие, они с пальчиками, не сильно жаркие. Для Турции нормально, в принципе. Лучше, чем ничего. Да. Единственное, что вот Миша, я долго искал их и нашел, повезло. Такая пара только одна была во всем этом, в Айкике. В других во всех магазинах только дамские одни эти. Только дамские перчатки в наличии были. Что, Миша, ты хотел еще сказать нам? Ты аккуратно носишь перчатки свои? А вот то, что они там порвались все в одном месте, надо зашить себе будет. Они сначала были порваны. Да. Это, наверное, производитель специально сделал дырку, чтобы там был свежий воздух. Правильно я понимаю? Да. Все, молодец. Что, народ, домой пойдем? Давайте домой. Мама говорила про полчаса. Сколько сейчас времени, кстати, у нас? 18:40. Как раз полчаса прошло. У меня телефон тюлюлюкал на выходе. Так что время прошло. Пойдем домой. Пойдем? Кивни головой, Миша. А Олег? Да. Все, пойдем. Жми кнопку.